Всем привет, друзья! История данного автомобиля начинается в далеком 1955 году, тогда еще в только что образованном конструкторском бюро СКБ-1 на Минском автомобильном заводе. В бюро во главе Бориса Львовича Шапошника после испытаний американских образцов приступили к разработке своих автомобилей, и уже в конце 1956 года был построен первый опытный автомобиль, который имел в своем арсенале один ведущий мост с односкатными неуправляемыми колесами. В паре с прицепным агрегатом скрепер, землевоз, катвалк, платформа, грузоподъемное устройство, цементовоз и другие, колеса которого не являлись ведущими. МАЗ-529 образовывал сочлененную машину. Для изменения движения одна половина этого своеобразного автопоезда посредством воздействия гидроцилиндра перемещалась, изламывалась, относительно другой до 90 градусов в каждую сторону. Шарнирное соединение двух половин обеспечивало им две степени свободы, то есть возможность относительного поворота в горизонтальной плоскости, а также поворота вокруг продольной оси. А еще хотел бы вас попросить подписаться на группу в Telegram Сатора Авто и YouTube канал Виртуальный Фермер, где мы довольно часто играем в сельское хозяйство. Все ссылки оставлю в описании. Присоединяйтесь. Для опрокидывания кузова самосвального полуприцепа землевоза гидроцилиндры подтягивали к нему головную секцию автопоезда, и кузов, поворачиваясь относительно задних колес, разгружался. МАЗ-529 был оснащен двухтактным шестицилиндровым рядным верхнеклапанным дизельным двигателем жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском топлива и прямоточной продувкой ЯЗ-206 мощностью 165 лошадиных сил. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам служила трансмиссия, состоящая из механической пятиступенчатой трехходовой КПП с пятой повышающей передачей, механической двухступенчатой одноходовой раздаточной коробки с придаточными числами 1.08 и 3.175, карданной передачи и ведущего моста. Сцепление двухдисковое, сухое с пневмоусилителем выключением. Карданная передача открытая двухваловая с шарнирами непостоянной угловой скорости на игольчатых подшипниках. Главная передача центральная, одинарная, с планетарными редукторами в ступицах колес. МАЗ-529 не имел упругой подвески, как и его прицепы, а необходимую амортизацию толчков при движении с максимальной для машины скоростью, которая была равна 40 км в час, обеспечивал объем воздуха, заключенный в шинах довольно большого размера с постоянным давлением 3,5 кг сила на квадратный сантиметр. Покрышки были диаметром 1790 мм с моечными грунтовыми зацепами, расставленными в виде косой расчлененной елки, могли обеспечить высокие тяговые и сцепные качества при движении по деформируемому грунту. Рулевой механизм, четырехзаходный цилиндрический червяк, центральный сектор с гидравлическим приводом. Согласно приказу номер 18 от 31 января 1958 года о плане опытно-конструкторских работ на весь 1958 год, подписанному директором Минского автозавода Сергеем Михайловичем Кишкиным к апрелю мая 1958 года, должны были быть собраны и обкатаны еще 3 опытных образца МАЗ-529, а к концу года завершены все конструкторско-доводочные работы и заводские испытания. Однако эти планы пришлось корректировать. В апреле было принято решение правительства о специализации в автомобильной промышленности. Одним из пунктов этого решения предписывалось передать производство одноосных тягачей и скреперов, разработанных на Минском автомобильном заводе, заводу подъемно-транспортного оборудования имени Кирова Минтяжмаша СССР в городе Могилеве, который к этому времени выпускал электромостовые краны, паросиловые установки и маслозаправщики на базе автомобилей ГАЗ-51. 24 апреля 1958 года одноосный тягач МАЗ-529 и 40-тонный самосвал МАЗ-530 отправились в Бельгию. С апреля по октябрь миллионы посетителей этой выставки могли познакомиться с большегрузными автомобилями из СССР. К концу 1958 года всю документацию и технические материалы передали на Могилевский автомобильный завод, где началась история автомобиля МуАЗ-529. А я напомню еще раз про альтернативные ресурсы в виде телеграмма, группы ВКонтакте и канале Виртуальный Фермер и скажу до свидания. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.